Наконец-то я добрался. Куда ты, тропинка, меня привела? Это кладбище. Когда его могилу вскрыли спустя 8 месяцев. Фух, таскал стройматериалы с самого низа сюда. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Горячий кантонский привет всем подписчикам и пока еще нет, просто зрителям нашего канала. С вами канал Неизвестный Гонконг. Все, что вы хотели знать о Гонконге, но не знали, у кого спросить. Шатин. Один из самых густонаселенных районов Гонконга. Здесь, возле станции метро, это ощущается особенно остро. Рядом со станцией метро Шатин находится такое место, похожее на храм, но оно не имеет никакого отношения к храму 10 тысяч Будд. Это кладбище. Но цель нашего сегодняшнего путешествия не это, а нам нужно идти вот туда. И вот буквально в сотни метров от оживленных улиц Шатина начинается дорога в монастырь, аналогов которому нет нигде в мире. Вы хотите уникальностей? Их есть у меня. Эта табличка указывает дорогу к монастырю. На ней написано «Монастырь 10 тысяч Будд». Но на самом деле китайское название Ваньфусы означает «храм 10 тысяч». Но Будды встречают вас прямо здесь. Мне придется преодолеть 431 ступеньку, чтобы попасть в монастырь. И на протяжении всей этой дороги меня будут сопровождать вот эти позолоченные скульптуры Будд. Обратите внимание, что каждая фигура Будды вдоль подъема уникальна. Вы можете спросить, почему? Потому что в буддизме слово «Будда» или «Архат» означает человека, который достиг просветления или нирваны. Тот Будда, которого знают все, это Будда Гаутама или Шакьямуни, и он лишь один из многих Будд. Так вот, каждая статуя олицетворяет какого-то человека, который достиг ступени просветления. Поэтому они все разные. Монастырь был основан учителем Юэт Каем в 1949 году и строился 7 лет. Фух, наконец-то я добрался доверху. Это было непросто, несмотря на то, что сегодня, скажем так, относительно не жарко. А вот представьте, что учитель Юэт Кай, основатель этого монастыря, вместе со своими учениками таскал стройматериалы с самого низа сюда, а годков ему было поболее, чем мне. Святой был человек. Мы находимся на, можно сказать, монастырском подворье. Монастырь включает комплекс зданий, в том числе целых 5 храмов, но еще 4 павильона и пагоду. Между главным залом и пагодой находится небольшая терраса с 18 раскрашенными фигурами в человеческий рост. Это 18 лауханей, самые близкие ученики Будды, того самого, который Шакьямуни. А это главный храм монастыря. Собственно, это и есть тот самый Ваньфосы, или храм 10 тысяч Будд, хотя Будд в нем на самом деле около 12 тысяч. В центре храма находится мумия его основателя, учителя Юэт Кая,
который скончался в 1965 году. Согласно легенде, он был похоронен в позе лотоса, и когда его могилу вскрыли спустя 8 месяцев, то тело оказалось нетленным. Явный признак святости, хотя злые языки поговаривают, что его все же забальзамировали. Если у вас останутся силы и вдохновение преодолеть еще 69 ступеней и того самого низа, 500 в сумме ровно, то вы попадаете на верхнюю террасу монастыря. Строительство верхней террасы еще не закончено. Здесь находится несколько павильонов, храмов, а также двухэтажный колумбарий. То есть, как видите, монастырь сравнительно новый, но он быстро стал популярным, в том числе отчасти из-за трений с правительством Гонконга по вопросу несанкционированной установки статуй Будд вдоль подъема. Примечательно, что монастырь не действующий, монахи в нем не живут, и он поддерживается и управляется мирянами. В конце террасы вы будете вознаграждены видом на эту чудесную композицию с водопадом и большой белой статуей Гуанинь. Гуанинь – это богиня милости. В переводе с китайского ее имя означает «та, которая слышит звуки мира». С вершины холма открывается прекрасный панорамный вид на Шатин и новые территории. Вот на этой кульминационной точке я и закончу наш сегодняшний рассказ о монастыре 10 тысяч Будд. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. Если было не очень интересно, все равно ставьте лайк и подписывайтесь. Это улучшает вашу карму. Ведь мы живем в стиле фэн-шуй. С вами был канал Неизвестный Гонконг. Увидимся.